Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень интересный и в то же время простой узорчик крючком. Для вязания я буду использовать два цвета пряжи, но при желании каждый ряд можно вязать новым цветом и тем самым использовать даже остатки пряжи. Вот так вот выглядит узор с одной стороны, вот так вот с другой. Что с одной, что с другой смотрится интересно. Я буду вязать двухцветный узорчик, поэтому буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку мы не затягиваем, это наша первая рабочая петля. И дальше набираем столько петель, сколько нам необходимо для нашего изделия. Мы их с вами считать не будем. Просто набираем на глаз столько петель, сколько у нас будет ширина нашего изделия. И когда у вас уже будет нужная ширина, тогда еще петель 10-15 добираем сверху, потому что, видите, у нас будет как бы зигзаг, и за счет этого будет вязка немножечко сужаться. А когда у нас в конце останутся свободные петли, мы их с вами просто распустим и все. То есть набираем нужное нам количество петелек. Вот я набрала небольшую цепочку, я ее не считала, то есть просто набрала количество петелек, которое мне необходимо по ширине моего изделия, и еще 10 или 15, ну то есть вот такой вот кусочек набрала дополнительно сверху, чтобы он у нас ушел, грубо говоря, на зигзаг. Теперь смотрите, начинаем вязать сам узор. Узор очень простой, вяжется столбиками без накида. Здесь первую петлю мы пропускаем, во вторую начинаем вязать. Провязываем первый столбик без накида, в следующую петельку второй, в следующую третий, в следующую четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Вот мы с вами провязали 10 столбиков без накида. Теперь в следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. Первый, в эту же петельку вяжем второй, и в эту же петельку вяжем третий. То есть в одну петлю мы провязали 3 столбика. И вот смотрите, видите, у нас половинка зигзага, вершинка зигзага, и теперь мы с вами пойдем вниз. Провязываем в следующую петлю первый столбик без накида, в следующую второй, в следующую третий, в следующую четвертый, в следующую пятый, в следующую шестой, дальше седьмой, восьмой, девятый и 10. И вот у нас получился первый зигзаг с вершинкой вот здесь вот, видите. Теперь мы ушли вниз, и теперь нам нужно сделать нижнюю часть. Для этого в этом ряду мы с вами пропускаем 1, 2, 3 и в четвертую провязываем столбик без накида, первый. И у нас начинается опять вот этот подъем, то есть мы с вами вяжем 10 столбиков подряд. Первый мы провязали, дальше вяжем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Вот смотрите, если мы вот так вот разложим ровненько, и вот мы опять пошли наверх, и теперь мы вяжем вот эту вот связку из 3 столбиков без накида. В следующую петельку провязываем первый столбик, сюда же второй, сюда же третий, и теперь опять провязываем 10 столбиков без накида вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. И дальше опять у нас с вами, вот если мы раскладываем узор, вот был вверх 3 столбика вместе, вниз, здесь мы пропустили 3 воздушных, в четвертую провязали и опять пошли на подъем. То есть здесь мы с вами считаем 1, 2, 3, 4, четвертую петлю вяжем столбик без накида и дальше идем на подъем. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца нашего ряда, до конца нашей цепочки. То есть самое главное, запомните, что у нас 10 столбиков, потом 3 столбика вместе, 10 столбиков, пропускаем 3 воздушные, в четвертую начинаем вязать. И вот так вот чередуя провязываем до конца ряда. Смотрите, завершить наш ряд мы должны спуском вниз. То есть вот у нас было 3 столбика вместе, которые вершинка наша, да, и мы опустились еще 10 столбиков вниз, чтобы у нас получилось одинаково. А вот с этой стороны мы снизу вверх шли. И если мы посмотрим с обратной стороны, точно так же снизу вверх, тогда у нас будет одинаковое вязание. И теперь смотрите, я провязала сейчас 9 последних столбиков, а в 10 вытягиваю ниточку фиолетовую один раз и беру новый цвет пряжи, потому что здесь мы меняем ниточку. И протягиваем уже наши вот эти вот петли вот таким образом. Вяжем одну воздушную желтым уже цветом. Здесь вязание подтягиваем и поворачиваем нашу работу. Смотрите, здесь у нас остался вот этот вот хвостик. Мы его потом распустим, обрежем, и ничего страшного в этом нет, поэтому мы с вами и не считали петли. Теперь смотрите, в следующем ряду мы будем вязать желтым цветом. Но после желтого цвета у нас должен идти опять фиолетовый. Здесь есть несколько вариантов, как можно это сделать. Можно либо сейчас обрезать вот эту вот нитку, которую мы вязали, и потом, когда мы закончим вязать желтый ряд, начинать опять фиолетовым цветом, либо же эту ниточку тянуть вдоль всего вязания под нашими столбиками без накида, либо же сделать 4 клубочка, 2 желтых и 2 фиолетовых, и брать каждый раз, вот получается у нас будет по 2 нитки с каждой стороны. Тут выбирать вам, я буду протягивать через все вязание, мне так больше нравится и мне так удобнее. Итак, начинаем вязать наш ряд, и так как буду вязать точнее этот, буду провязывать и все последующие. Ниточку фиолетовую я буду протягивать через все вязание. Так, смотрите, одна петля желтая воздушная у нас провязана. Теперь находим первый столбик, вот он, без накида предыдущего ряда. Вязать мы с вами будем за заднюю стенку петли, всегда. Заводим крючок, вытаскиваем 1 ниточка и в следующую петлю 2. И теперь 3 петли на крючке провязываем вместе и получаем первый столбик без накида. Продолжаем дальше вязать второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Смотрите, как раз тот 10 столбик мы провязали в первый столбик из нашей вот этой вот тройной связки предыдущего ряда. Теперь в следующую петельку мы вяжем 3 столбика вместе. То есть в одну петлю 1, сюда же 2, сюда же 3. Точно так же, как мы вязали в предыдущем ряду в вершинку. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
и провязываем 10, 10. Теперь смотрите, вот где у нас низина, мы в том ряду, в первом с вами, вязали в 4 петлю, здесь будем вязать всегда в 3, то есть пропускаем 1, 2 и в 3 петельку провязываем столбик без накида. Он будет считаться нашим первым столбиком. И продолжаем дальше вязать. 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И теперь опять вот наша серединка нашей вершинки вот этой вот. Мы провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2, сюда же 3. И теперь дальше вяжем опять 10 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы вновь пришли к нашей вот этой нижней точке, пропускаем 1, 2 и в 3 петлю провязываем 1 столбик без накида. И опять вяжем 2, 3, 4, так до 10 столбиков без накида. Вершинку вяжем 3 столбика без накида вместе и так далее. Вот таким образом, как мы с вами провязали эту часть, мы вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, провязали 9 столбиков без накида, и у нас еще осталось вот здесь 2 петли. И мы 10 столбик будем провязывать убавкой, то есть из 2 столбиков делать 1. Вытаскиваем с 1 столбика петлю, со 2, и теперь 3 петельки провязываем вместе. То есть точно так же, как мы с вами начинали наше вязание, точно так мы его заканчиваем. Теперь смотрите, нам нужно поменять цвет. Если вы вязали другим цветом, или же вы обрезали эту нитку, которой вот мы вязали первый ряд, да, тогда просто протягиваем через желтую петельку 1 и провязываем 1 воздушную. И все. Вот у нас воздушная петля есть. Если же вы протягивали петлю, точно так же, как я тогда, поступаем следующим образом. Желтая ниточка у нас идет вперед, вот таким образом. Под нее мы заводим крючок, захватываем фиолетовую, провязываем, протягиваем точнее, подтягиваем желтую нитку, чтобы петелька была здесь плотненько, провязываем 1 воздушную. Поворачиваем вязание и опять начинаем повторять наш узор точно так же, как вязали в прошлом ряду. Желтую нитку я буду протягивать. И теперь смотрите, давайте провяжем с вами 1 блок. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта вот петелька, которую ее немножечко видно, да, вот желтую, с которой я перешла, мы ее не провязываем, мы провязываем именно ту петлю, которая относится к столбику без накида предыдущего ряда. Вот за заднюю стенку завожу крючок, вытаскиваю 1 петля, следующую 2 и провязываю 3 петли вместе. Это наш первый столбик без накида. Дальше вяжу 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь опять вот наша вершинка. Мы провязываем 3 столбика вместе. 1, сюда же 2, сюда же 3. Дальше вяжем с вами 10 столбиков без накида подряд. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и 10. И теперь точно так же, как в предыдущем ряду, мы с вами отсчитываем 1, 2 и в третью петлю провязываем столбик без накида, и он у нас будет первым из 10. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца ряда, то есть узор у нас повторяется. Дошли до конца ряда, провязали 9 столбиков без накида, а 10 будем вязать из 2 столбиков, то есть вытаскиваем раз петельку, и в следующую 2. Провязываем 3 петли вместе и получаем 10 столбик без накида. И теперь точно так же фиолетовая ниточка у нас ближе к нам, желтую мы вытаскиваем, петельку фиолетовую затягиваем, провязываем воздушную, поворачиваем вязание и начинаем повтор. Таким образом мы с вами вяжем столько рядов, сколько необходимо нам для нашего изделия. Что касается вот этого хвостика, смотрите, мы первую петлю с вами не затягивали, мы просто аккуратненько распускаем столько, сколько нам необходимо. Все это очень легко и просто распускается, и благодаря этому не нужно каждый раз высчитывать, сколько петель нам необходимо для того или иного изделия. Вот таким образом. И так распускаем, пока не дойдем до вот этой вот точки, то есть до начала нашего вязания. Вот такой вот интересный узор получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие мастер-классы. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.